Сегодня третий день, как я начал пахать свой огород. В основном пахал не целый день. На первый день я работал 3 часа, во второй день я работал где-то 6 часов. Осталось немножко, где-то пройти 4-5 рядов. Что хочу сказать, почему я начал пахать мотоблоком. Я раньше не знал, как отрегулировать плуг. А в интернете мне подсказали хорошие, добрые люди. Я не буду их рекламировать. Они сказали, что надо обязательно отрегулировать плуг, и мотоблок будет сам пахать. Вот я это сделал. Я сам удивился, что мотоблок сам без человека может пахать. Вот поэтому, кто не подписывался, подписывайтесь на мой канал, не пропускайте мои материалы. Сейчас я продолжу работу. Еще немного осталось, где-то 1,5 метра. Это у меня уже 4-й видеоматериал. Ну, я сперва выставил в первой части, как я показываю, как надо регулировать плуг. И во второй части я еще раз показал, как надо регулировать. Вот. Поэтому, если кто не научился регулировать плуг, заходите, я оставлю ссылку под этим видео, 1, 2 и 3 части, и досмотрите до конца. Я еще покажу, как спахал и сколько обошлось пахать с мотоблоком, и за сколько дней я закончил. Если у кого есть свой мотоблок, эта регулировка вам обязательно поможет. Мотоблок мне помогает не только при вспашке, это мой конь. Я с весны до осени все время с ним. Сажаю картошку, окучиваю, выкапываю, кошу траву. Потом работаю с ворошилкой. Вообще, если у кого есть мотоблок, это идеальный помощник в хозяйстве. Раньше использовали лошадь, а сейчас мы используем мотоблок. Кормить не надо, только нужен бензин и хороший уход. Я каждое дело делаю с любовью, и поэтому показываю это вам, чтобы вы получили пользу от этого материала. На этой стороне была посажена вика. Здесь земля вообще мягкая. А с той стороны я вам показывал, там была картошка, свекла, морковь, красная свекла. Я не думал, что так можно пахать мотоблоком целый огород. Я каждый год мучился, без регулировки плуга выходил, посмотрел в интернете, там, да, точно, люди помогают друг другу. Вот я тоже хочу показать этот материал, и что и вы тоже пользовались, как я регулировал плуг и работаю, видите, результат есть. Сам может пахать
без какой-либо помощи. Иногда приходится подтолкнуть. Вот подробно показываю. Я иду за мотоблоком. Просто иду, чтоб если вдруг застрянет, подтолкнуть мотоблок. У кого есть мотоблок, пользуйтесь этим. Тут, например, если этот участок запущу сюда трактор, сейчас за сотку берут 250 рублей. А у меня здесь примерно, точно не измерил, но 12-13 соток земли. Вот у меня почти заканчивается. Осталось полметра. Я на этот участок вывозил 8 тележек навоза. Вот здесь навоз лежит, а здесь чернозем. Вот. Если вы правильно отрегулировали плуг, земля должен закрывать навоз. Остались у меня только края делать. И вот здесь чуть-чуть. Вот я закончил спашку. Я не скажу, что это это тяжело было. Это было просто ходьба. Я здесь шагал просто за мотоблоком. Вот у меня здесь общих, сейчас мерю, 13 соток земли. И еще тут у меня есть участок земли, где мы сажаем помидоры, огурцы, салаты. Тут еще 2 сотки. Общий итог у меня 15 соток. А на этом месте у нас была картошка. Вот 2 раза выкапывали, все равно остается картошка. После как мы выкопали картошку, я засеял зимую пшеницу. Вот есть уже первые ростки. Я каждый год делаю севооборот. На этом месте в прошлом году у нас была картошка, а в следующем году мы посадим на другом месте, вот на черноземе, который спахал. Таким способом только можно получить хороший урожай. Я начал этим заниматься 15 лет назад, когда мы купили мотоблок и все оборудование к мотоблоку, некоторые я еще сам делал. Вот после этого мы только начали получать хороший урожай. Но чтобы у вас все было хорошо, надо любить свое дело. Мы это делаем с любовью, чтобы получить нормальный, хороший урожай. На этом я завершаю свой обзор работы, как я пахал. Я закончил вспашку сегодня всего я поработал полчаса только. Целых где-то за 8 часов я это вспахал. Работал на первой передаче, на самом малом обороте. Попробовал я на втором. Мотоблок зарывается в землю, и это трудно для меня и для мотоблока, нагрузка. Если кто посмотрел этот материал, пользуйтесь. Я вам показывал, как отрегулировать плуг. И этот мотоблок спокойно может тянуть сам, без меня может работать
Только, чтобы не зарылся, надо посмотреть. Но в основном очень выручает. Я не знал до сих пор, как регулировать этот плуг с этим мотоблоком. Ну, не из-за денег, конечно, сэкономил. Этот участок надо бы, если туда я запустил бы трактор с плугом, за этот участок взяли бы 2500. У меня закончилось 12 литров бензина. Еще никакой тяжести для меня не было. А я сперва в остальных годах тоже пахал, но не каждый год. Через 3 года пускаю трактор, потом опять 4 года мотоблоком пахал. Я тогда вообще мучился, это было мучение. Я вам в прошлый раз показывал, как я использовал плуг с адаптером. Но это не дело, конечно. Такой способ мне очень понравился. Тут никакого трактора не надо. Вот, пользуйтесь. Если кто посмотрел, не забудьте поставить лайк. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Я вам покажу еще много полезных вещей про мотоблок, про работу, как работает мотоблок и все остальное. Не только мотоблок, у меня много интересных материалов. Заходите и всем пока.